Это Таро предсказания для дев, для тех, у кого Солнце в знаке Девы, Луна в знаке Девы, а также стелион планет в знаке Девы. Что ждет всех дев в октябре 2022 года? Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта. Ну, здесь многие девы захотят чего-то новенького. Вам, возможно, наскучит ваша жизнь, особенно если у вас есть партнер. Вы захотите отправиться к каким-то новым делам, городам, берегам и что-то изменить, что-то изменить. И даже если у вас есть отношения с партнером, вы почему-то захотите чего-то другого. Вам вот это место насиженное, да, даже если у вас и хороший партнер, и, допустим, финансово вы обеспечены, несмотря на это все, у вас будет какой-то вот такой порыв. Как это дальше сложится, мы сейчас откроем еще другие карты. Возможно, некоторые девы этого всего захотят, потому что у нас будет много ретроградных планет, и будет вот действительно люди захотят вернуться к чему-то прошлому, да, но потом вы сможете обратно передумать. И вот здесь у нас вторая карта, это такая любовь на расстоянии, видите, здесь между влюбленными происходит такой разрыв, поток, река, море. Это говорит о том, что вы с вашим партнером имеете какие-то непреодолимые препятствия. И это может влиять на вашу финансовую, материальную обеспеченность жизни в том числе. Что здесь можно сказать? Возможно, что у кого-то, да, как вариант, один из партнеров более обеспеченный, чем другой. Даже не в этом главная причина, допустим, ваших разногласий, а в том, что ваш партнер один видит жизнь как более обеспеченную, что ли, да, что в балансе должны быть и финансы, и духовная жизнь, все должно быть как бы в какой-то гармонии. А вы, возможно, да, либо наоборот, ваш партнер так думает, вы действуете иногда исходя из какого-то импульса, желания. Но здесь, несмотря на то, что вы с партнером духовно близки, почему-то между вами все равно происходит пропасть. Вы хотите быть вместе, но здесь вот какие-то обстоятельства. Так, давайте дальше посмотрим, что это могут быть за обстоятельства. Я еще буду задавать эти вопросы. Интересная карта выходит в секторе общения, в секторе поездок. И это может означать ваше желание, опять же, куда-то поехать. Как будто бы вам нужно чего-то большего, что вы хотите что-то узнать, расширить свои горизонты, расширить свои знания какие-то. Здесь вот на карте изображена женщина, которая гадает, да, которая на этом пару, который исходит, да, она как бы предсказывает будущее, она видит дальше. И мужчина здесь, он тоже служитель храма, какого-то культа. Это все может на самом глубоком уровне, конечно, это может говорить о том, что перед вами откроются такие горизонты. Вообще вы будете задумываться над смыслом жизни, над тем, есть ли Бог, стоит ли вообще быть религиозным человеком, стоит ли вообще смотреть предсказания на картах, эзотерические какие-то вот такие моменты. Может быть, вам, наоборот, захочется очень часто ходить в храм, молиться, какой-то духовной жизнью заниматься или что-то в этом духе изучать. Все это пройдет очень благоприятно. Для кого-то даже, может быть, обращение в другую веру. Вы захотите уехать в какой-то ретрит, в храм, где там будете медитировать и что-то вот такое изучать, веды и так далее. Это карта очень высокого духовного уровня. Может быть, вы будете обращаться к каким-то людям, к ясновидящим, чтобы они предсказали вашу судьбу. Либо вам даже могут сниться, мы сейчас еще откроем 12-й сектор снов, может быть, даже к вам интуитивно, если вы уже, да, ваша интуиция на очень хорошем уровне, в принципе, девы у вас это может быть, наверное, вы будете сами чувствовать какие-то перемены, как вот огромные какие-то перемены, не маленькие, потому что здесь Юпитер, Нептун — это планеты, это
такого большого, высокого очень уровня. Но это вообще удача. Я думаю, что это удача. Только стоит вам подключить свою интуицию, и вы будете знать, как вам действовать, куда вам ехать, что покупать, куда вкладывать деньги, с каким человеком быть. Здесь просто для вас могут открыться какие-то дороги, и стоит вам только довериться своей интуиции. Но есть единственное предостережение, наверное, что все-таки Нептун, вот эти поры, да, это что-то, что скрыто от нас. И в плохом совсем варианте развития событий здесь могут быть какие-то люди-манипуляторы, которым вы сможете довериться, а на самом деле не вся картина перед вами предстанет так, как она есть на самом деле. Но вообще карта не несет плохой энергетики, поэтому я думаю, что здесь даже если какие-то предсказания, какие-то знания вы будете получать, они будут для вас очень благоприятные. Интересная карта выходит. Вы можете чувствовать такую потребность работы совместно с вашими близкими людьми. Может быть, вы захотите помочь своим родителям сделать ремонт или там какие-то другие дела по хозяйству, да. Может быть, несмотря на то, допустим, что вы уже не в браке со своим бывшим партнером либо партнершей, но вы все равно будете оказывать ему какую-то поддержку в делах. Также, возможно, ваш начальник попросит вас поработать, может быть, в паре с кем-то, может быть, даже вместе с ним самим в паре. Вообще, это хорошая карта. Она говорит о плодотворной работе совместно с другими людьми. А также, кстати, может быть, кто-то из вас вообще возьмет отпуск в связи с какими-то домашними делами, ремонтом, в связи с родительскими какими-то там устройством родителей, да, или что-то в этом духе. Может быть, кто-то будет покупать даже свои участки, там, расширять как-то свою недвижимость. И здесь вам тогда нужно действовать с вашим партнером, с мужем или женой, если она у вас есть, и эта работа пройдет очень удачно. Совместно вы быстро, не знаю, соберете урожай, либо там закончите ремонт, либо съедете куда-то там, допустим, продадите ваш родительский дом или что-то такое, и вы можете опираться в этом на вашего партнера либо партнершу. Интересная карта в этом секторе говорит о том, что если вы свободны, находитесь в поисках, то у вас большая вероятность встретить человека. Если вы мужчина, то, наверное, вам интересны женщины. Хотя не обязательно на моем канале все welcome. Я не считаю, что нужно говорить только в традиционном плане про мужчин или женщин. Это может быть кто угодно. Вам может понравиться женщина, мужчине может понравиться мужчина, в общем, понимаете. Так вот, здесь такая очень романтическая карта. Она говорит о том, что вы будете очень популярны в кругу каких-то там друзей, единомышленников, в социальной жизни, вы будете приковывать на себя в знаки внимания. И среди вот таких людей вы тоже можете заинтересоваться каким-то ярким человеком. Вам захочется просто даже быть ярким, красивым. Может быть, это какое-то выступление, конкурс, где вы будете участвовать. Может быть, ваши дела бизнеса пойдут так хорошо, ваше творчество, что вас будут брать интервью с просьбой, да, что рассказать, как вы добились таких успехов. Вы можете давать какие-то советы другим даже относительно. Благоприятная очень карта, говорит о светской жизни, причем такой жизни, где среди которой кто-то будет особенно интересен вас. Это может быть даже начало либо продолжение каких-то новых взаимоотношений. Может быть, ваш партнер, партнерша выведет вас в свет, и вам придется соответствовать, да, наряжаться и соответствовать вот этому окружающему обществу друзей, где вы будете общаться в октябре. Но будьте осторожны, да, потому что вот эта карта предостерегает нас, что кто-то, возможно, захочет вас вывести из зоны вашего комфорта. И он будет, этот человек, так прекрасно вам рассказывать про какие-то новые дела, например, что это может быть? Новая диета, новая работа, даже, не знаю, новое жилье, может быть, какое-то, да, новое место жительства. И настолько вам будет его слушать, этого человека, приятно, что вы ему доверитесь. Но все-таки здесь вас могут подстерегать какие-то опасности, да, потому что, это человек, который играет дудочку только для того, чтобы играть, а не для того, чтобы, нести нам какой-то
какой-то, как сказать, личную выгоду, в общем, он имеет. Так что, наверное, вам стоит задумываться. Но, с другой стороны, если, например, даже случится такое, что вы решитесь на какой-то новый поступок, преодолевание себя, захотите себя преодолеть, это сделает вас сильнее. Потому что здесь у нас еще есть Скорпион. А Скорпион – это знак перерождения, и поэтому мы всегда становимся сильнее, преодолевая какие-то трудности. Вы захотите, допустим, поменять режим своей работы. Допустим, вы никогда не работали ночными сменами, а здесь вы согласитесь на эту работу, и вам будет очень трудно, но впоследствии, там, да, допустим, если вы преодолеете как-то себя, то вы станете сильнее. Или вы, например, на работе возьмете какие-то дополнительные обязанности на себя за другого партнера, допустим, еще на полставки будете работать. Тут тоже вам покажется это очень сложным, допустим, вам заплатят меньше, чем вы ожидали, но в итоге вы, допустим, еще и узнаете другую должность, да, вы теперь уже сможете работать на 2 должностях одновременно. Ну, что-то вот в этом духе. Хочу взять еще несколько карт из колоды Ленорман, чтобы посмотреть, что она скажет для вас, Девы, на октябрь. И еще мы же с вами хотели дополнить вот эти карты, да, которые у нас относительно отношений и вот финансовой линии в отношениях, что здесь в чем проблема. Может быть, у вас не хватает финансов для того, чтобы воссоединиться с вашим любимым человеком, или вы вынуждены работать где-то в другом месте, да, потому что вам нужно заработать денежки. Очень интересные философские карты вообще, Девы, для вас выходят на октябрь. Здесь уже не первая карта. Такое ощущение, что вы будете задумываться над своей жизнью, над смыслом жизни, вообще нужно ли вам это партнерство. Какой вы вообще сам по себе человек, что вы больше хотите. Может быть, вы хотите начать все сначала. Но начинание не рекомендую вам начинать, потому что октябрь все-таки не месяц для начинаний. Если только возвращаться к прошлому, для того, чтобы это как-то еще раз пересмыслить. Здесь у нас выходит компас, и это может опять же говорить о какой-то поездке, либо о вашем желании съездить куда-то, покорить другие берега. Вы, возможно, будете планировать, даже кто-то, возможно, уедет, не исключено, что кто-то вообще эмигрирует в другую страну на постоянное место жительства. Очень эмоций будет здесь много, вы, возможно, боитесь уезжать, боитесь, например, поступать на какую-то новую учебу, либо переезжать просто даже. Это будет очень эмоционально, но, скорее всего, это неизбежно, потому что по этим картам уже не первая карта здесь выходит, которая говорит о том, что у вас какие-то перемещения, переезд, уход, отъезд, расстояние. А что скажет колода Moonology? Луна в мутабельном знаке. Ну, то есть вы как-то не определены, вы будете очень чувствовать себя неопределенно. Это может быть и относительно партнерства, и финансов, и вообще нету определенности. Но я так хочу сказать, что вам, наверное, и не нужно определяться, пока еще у нас Меркурий будет в ретро-движении. И вы правильно делаете, выбирайте, думайте, прислушивайтесь к своей интуиции, спрашивайте, смотрите расклады. Решение придет к вам интуитивно, само собой. Возможно, сейчас даже не время. И еще хочу вот так сказать, что если вы, например, все-таки решились, переехали куда-то, или у вас уже там все готовы, визы, документы для того, чтобы переехать, к примеру, не жалейте. И вы, допустим, переехали, да, на новое место, и вам не нравится. Не спешите уезжать обратно. Подумайте еще немного, возьмите вот эту паузу, успокойтесь, потому что, как я говорю, что Меркурий ретро, Марс вообще ретро до марта. Поэтому у вас есть время. Сейчас время замедлить, взять паузу и не в внешней жизни, не во внешней жизни свои изменения делать, а во внутренней. Поэтому, возможно, вам вот эта ваша страсть к переездам каким-то вызвана тем, что у вас на душе неспокойно. Здесь Луна у нас. Луна – это неспокойно что-то. Здесь у нас вышла бушующая стихия, где написано «ничего не высечено на камне» еще, да.
Поэтому возможно, что вы метаетесь в каких-то ваших поисках лучшей жизни, в поисках себя. Мы же всегда понимаем, что куда бы мы ни уехали, мы все равно тот же самый человек, и жизнь везде похожая, просто меняются пейзажи, климат. Поэтому вам здесь главный совет, наверное, девы, да, то, что вам нужно искать себя в первую очередь. Но для кого-то это будет связано и с путешествиями, да, почему нет? В путешествиях мы всегда развиваемся и становимся другими людьми. Поэтому я желаю вам всего самого замечательного и до встречи на моих новых видео. Всем пока!